Добрый день, с вами Сергей Попков, канал Школа Mini Warpaint, и сегодня мы соберем, и не только соберем, но и покрасим нашу новиночку – подорожник. Поехали! Итак, начнем работу над подорожником. Как всегда в начале работы над платой и съема растений я устанавливаю свежее лезвие в нож. Как я уже неоднократно говорил, кончик ножа обязательно должен быть максимально острым. Начинаем снимать растение с платы. Лезвие ножа я всегда располагаю под углом точки реза, чтобы оно как раз встало в стык полутравной и нетравной частей. Первое растение готово. Второе тоже. Теперь стоит почистить их от заусенцев. Для этого зажимаем растение в пинцет с широкими губками или в длинногубцы и слегка подшкуриваем заусенцы. Зажимаем лист максимально близко к краю, чтобы он не вибрировал при обработке. Теперь переходим к пайке. Берем кусок тонкой латунной проволоки. У меня она диаметром около полумиллиметра. Обмазываем ортофосфорной кислотой и лудим.
Напомню, что кислота необходима для устранения с поверхности металла оксидной пленки, ухудшающей соединение припоя с латунью. Меня спрашивали, какую температуру я обычно выставляю при работе на паяльной станции. В настоящий момент у меня стоит 260 градусов. Насаживаем растение на проволоку. И снова мажем кислотой и припаиваем. Повторяем со вторым растением. Теперь подпаяем растение на штифт для удобства дальнейшей работы. Стальной штифт обладает большей жесткостью, чем тонкая латунная проволока, и это облегчит нам последующую установку растения в пробку для покраса и на диораму или базу при окончательном монтаже. Обильно смазываем штифт кислотой. Лудим. Смазываем кислотой проволоку и припаиваем. Теперь наше растение имеет достаточно крупный штифт в основании, который позволит его зажать во все, в чем вы работаете. Переходим к обклеиванию семенами. Чтобы они лучше держались, стебли желательно загрунтовать, иначе клей не будет держаться на поверхности металла. Для грунтовки я использую один из моих любимых грунтов – серый грунт от Tamiya. Теперь используем ПВА. Покрываем растение песком, идущим в комплекте. Даем растению высохнуть и переходим к следующему этапу. Покраска. Первым делом я загрунтую растение. По техническим причинам грунтовать я буду кистью. Мелкие объекты нередко проще загрунтовать кистью, это быстрее и проще, чем потом мыть аэрограф. Но для этого необходимо достаточно хорошо владеть кистью и помнить о некоторых нюансах. Поскольку я использую грунтовку на нитрооснове, каждый следующий слой будет растворять предыдущий, и чтобы этого не происходило, грунт надо наносить легкими, едва ощутимыми касаниями.
Надуем базу. Для этого мы используем Vallejo Light Green хромат. Обращаю ваше внимание, что выбор цвета обусловлен лишь тем, что из орографических красок это едва ли не единственная краска зеленого цвета, оказавшаяся у меня под рукой. Так что вы можете использовать любой зеленый, который сочтете нужным. Дальше красить будем кистями. Намешиваю зеленовато-коричневую основу для колосков. Проходим колоски в углублениях. Теперь затемняем листья снизу. Высветляем сверху. Чуть-чуть высветлим колоски и прожилки. Делаем это легкими, едва ощутимыми движениями.
Дополнительно затонируем листья. Для этого мы будем пользоваться художественными чернилами Daler Rowney цвет Sap Green. Этот цвет дает прекрасный травяной оттенок и небольшой блеск, и идеально подходит для тонировки растений. Можно дать немного подсохнуть и еще раз высветлить и подтонировать. Краска высохла, можно продолжать. Готово. Осталось посадить подорожник на диораму. С вами был Сергей Попков, канал Школа Mini Warpaint. Подписывайтесь на нас, чтобы не пропустить интересные материалы. Подписывайтесь на нас в социальных сетях. Ставьте лайки, ставите колокольчики. Пока.